5 признаков токсичных людей, которые отравляют нам жизнь. Мы сегодня с вами разберем, на что нужно обращать внимание в начале общения, чтобы понимать, что это, скорее всего, приведет к каким-то токсичному общению и неприятным для вас последствиям. Надо понимать, что мы сейчас общаемся гораздо больше, чем люди общались, хотя бы поколения назад. Потому что сейчас интернет, переписки, общение там, не знаю, в соцсетях. Люди сейчас больше как-то подвижны стали, более мобильны, больше путешествуют. Мы больше общаемся. И в этом увеличившемся количестве общения повысилось и количество токсичного общения. Потому что просто эти люди, они попадаются просто статистически. Соответственно, нужно знать, как себя вести и как понимать, что человек с тобой общается так, что, скорее всего, ты потом будешь не вывозить это общение. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. И сегодня мы с вами говорим о том, на что обращать в начале общения, как сразу понимать, что человек токсичен, и это общение будет таким для тебя отравляющим. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, и мы начинаем. Первый признак токсичных отношений – это постоянное обесценивание. То есть, когда человек, грубо говоря, свою самооценку как-то, не знаю, повышает за счет того, что вас обесценивает. Мы в любых отношениях как-то общаемся, делимся какой-то информацией. Это могут быть близкие отношения, это могут быть отношения какие-то такие поверхностные, скажем, с кем-то, с партнером, с компаньоном, с сотрудником на работе. Ты человеку говоришь какую-то информацию, которой тебе важно поделиться. Предположим, ты так с гордостью заявляешь, что в этом году я заработал больше, чем в предыдущем, и закрыл этот год финансовый, с каким-то, с увеличением дохода. Ты надеешься на какие реакции? Либо это будет какая-то дружеская поддержка. Человек скажет что-то вроде: «О, классно, я рад за тебя, это хорошая новость». Либо он скажет что-то нейтральное, типа: это хорошо, ты молодец, я слышу тебя, о чем ты говоришь, типа, молодец. А в результате вы слышите реакцию такую обесценивающую, типа: подумаешь, другие люди гораздо больше выросли за этот год. Или, скажем, ты же очень много работал, а такой небольшой у тебя прирост, то есть как будто бы ты недостаточно старался. То есть, по сути, вы слышите обесценивание, в результате которого вы чувствуете себя нехорошо. А другой человек за счет того, что он вас так обесценил, стал в такую вертикальную позицию по отношению к вам. То есть он как будто бы вас сверху, как какой-то ментор, как типа из родительской позиции, немножко так ткнул лицом в грязь. И, соответственно, он чувствует себя более как-то устойчиво. Это и есть токсичное общение. Вы общаетесь с человеком, который в этом общении не поддерживает вас, он не ценит эти отношения, он эти отношения использует как способ опереться на вас. Второй признак токсичных отношений – это игра в одни ворота, или то, что так в народе называется эмоциональный вампиризм. То есть это ситуация, когда у вас есть какой-то человек, с которым вы когда общаетесь, он вам наваливает свои какие-то проблемы, рассказывает то, что ему интересно вам рассказать, что для него важно. Когда же как будто бы наступает черед, чтобы он вас выслушал, он уходит из разговора, у него то батарейка села, то уходить надо, то еще чего-то. То есть вы с таким человеком общаетесь только в его интересах. То есть ему важно, чтобы вы его выслушивали, чтобы вы как-то вникали в его проблемы, возможно, давали ему какие-то советы, какую-то поддержку. Когда же проблема у вас, он всегда вне доступа, он с вами по этому поводу не общается. Опять же, это токсичное общение, потому что это общение, где вы даете очень много этому общению, этому человеку, а не получаете ничего. То есть это общение вас отравляет. Третий признак токсичных людей – это манипуляция с помощью вины. Такой энциклопедический просто пример – это когда пожилая уже мать манипулирует своей взрослой дочерью и говорит ей, что я хочу, чтобы ты сегодня вечером ко мне пришла, потому что хорошие дочери посещают своих родителей, они их не оставляют, не то что эти плохие дети. В таком случае, если взрослая женщина, дочь своей матери, она туда попадает в вину, она идет к матери, при этом она чувствует какое-то внутреннее раздражение и злость, потому что ей пришлось оставить, не знаю, свою работу, детей, еще чего-то. Но она вроде бы находится рядом с матерью. В таком случае, когда вы сталкиваетесь с манипуляцией через вину, вам нужно эту манипуляцию, во-первых, заметить, а во-вторых, ее просто разделить. То есть, грубо говоря, здесь должно быть такое послание: мама, я хорошая дочь, но к тебе я сегодня не приду, у меня нет времени. Или мама, я тебя люблю, но сегодня я не буду к тебе идти, я к тебе приду, на выходные, а сегодня я буду заниматься, не знаю, своими делами, работой, семьей, чем угодно. Четвертый признак токсичных людей – это когда человек под видом какой-то типа заботы тебя критикует, таким образом пытаясь тебя либо контролировать, либо как-то повышая свою самооценку, значимость за счет тебя, просто тебя унижая. Например, скажем, мужчина говорит своей женщине, которая сидит дома и собирается после декрета выходить на работу, он ей говорит, что: послушай, я тебе сейчас скажу, тебе никто этого не скажет, я просто близкий для тебя человек, я из заботы тебе говорю. С твоим уровнем интеллекта, с тем, как ты быстро соображаешь, а ты не очень быстро соображаешь, у тебя будет не получаться работать, ты будешь уставать, ты ничего не заработаешь, поэтому лучше сиди дома. То есть, понимаете, вроде это как это забота, но по сути это прямое послание: ты слишком тупая, чтобы работать,
сиди здесь, не рыпайся дома, я, в общем, я буду тебя контролировать. Или когда там, скажем, не знаю, там мать говорит своей дочери, что послушай, ну вот Виталик, ну не такой уж и плохой человек, да, он иногда выпивает, да, иногда пропадает, но подумай, сама с твоей внешностью ты вряд ли найдешь кого-то лучше. То есть вроде бы это как такая забота, под личиной заботы, такое просто прямое унижение для того, чтобы чувствовать себя такой контролирующей матерью, которая может указывать своей дочери вообще, как ей устраивать свою личную жизнь. Пятый признак токсичных людей: такой человек постоянно сравнивает себя с тобой, при этом показывая свое превосходство. И находит такие вот какие-то, ну, не знаю, сферы, где можно так сравнить, чтобы, ну, вот у него это превосходство было бы как будто бы очевидным. Например, скажем, вы идете в спортзал, делитесь с ним, он говорит, а я уже там, скажем, полгода хожу в спортзал, ну ты, конечно, долго будешь в форму входить, я уже как бы давно уже в форме, на коне там. Или, скажем, у вас появилось новое хобби, а он говорит, я в эти игры уже наигрался, у меня уже это все прошел, я это все знаю. То есть постоянно такое как бы обесценивание, и он постоянно противопоставляет вас и себя в таком контексте, что вот, ну он лучше, там, что уже плавали, знаем, что ты мне тут рассказываешь. То есть если вы понимаете, что другой человек постоянно вас, ну, как бы ставит в такую конкурирующую, конфронтирующую позицию, где он выше, опять же, это отравляющее такое токсичное общение. Вы имеете дело с человеком, который пытается за счет вас повысить свою какую-то самооценку, повысить свою значимость, как-то опереться на вас, не опереться, а просто положиться на вас, надавить сверху. Поэтому с такими людьми, если вы уже общаетесь, надо понимать, что это общение, которое ничего хорошего вам не принесет, ну, либо вы должны знать, что такое оно вам хорошего вообще может принести. То есть вот вы ради чего вот это так отравляетесь. Может быть, это какая-то там есть у вас вторичная выгода. Если вам сложно в этом самостоятельно разобраться, можете записаться ко мне на личную консультацию. Под видео у меня есть ссылки на мои соцсети, пишите там личное сообщение, мы с вами договариваемся. Потому что бывает, что ты вот ситуацию как бы так логически понимаешь, в которой ты находишься, но как ее решить непонятно, потому что ты не можешь на себя со стороны посмотреть, ну плюс ты не понимаешь все те, скажем, эмоциональные процессы или там вытесненные процессы, которые с тобой происходят. В таком случае нужно просто обратиться к специалисту. Также у меня сейчас есть курс про отношения, где мы разбираем, как выйти из разрушительных отношений, как восстановиться после выхода из разрушительных отношений. Общая информация будет также по ссылке под видео. Смотрите, если вам интересно, можете присоединиться к следующему потоку. Также попрошу вас в комментариях написать, на что вы обращаете внимание, когда начинаете общаться с людьми, и как вы узнаете, что человек, ну вот так как он с вами общается, скорее всего, это будет токсичное общение. На что вы обращаете внимание? Я вам буду очень благодарен, если вы поделитесь своим опытом, потому что собственный живой опыт это всегда вот очень ценно, так вот и уникально. Также, если вам это видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.